Как увеличить скорость и результативность организационных инноваций? Почему изменения внедряются, а эффекта от них нет? Возможно, вы делаете что-то не так. Как перестать делать одни и те же ошибки в работе с инновацией? Как перестать наступать на одни и те же грабли? Давайте обсудим топ-7 ошибок в управлении изменениями. Меня зовут Сергей Лити, я эксперт по управлению изменениями. Прошу вас поддержать мой канал Liti Pro, подписавшись на него, поставьте лайк этому видео и сделайте репост, если оно вам понравится. Нажмите на колокольчик, чтобы он напоминал вам о выходе нового видео. И напишите вопрос, я обязательно на него отвечу. Сегодня я поделюсь с вами топ-7 ошибок в управлении изменениями. Про ошибки я снимал достаточно много видео, посмотрите его на канале, но уверен, что поговорить об этом еще раз будет полезно. Об ошибке номер 1 я уже делал большой выпуск. Ссылка на него сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Посмотрите его. Ошибка номер 1 – это тотальное делегирование задач развития. И заключается она в том, что руководитель высшего и среднего звена полностью снимает свою ответственность за достижение цели совершенствования. Не буду подробно сегодня говорить об этом, посмотрите видео, ссылка будет также под описанием этого ролика. Тотальное делегирование – фатальная ошибка, которую можно совершить при реализации программ улучшения. Но при этом она не единственная. Поэтому поговорим о других ошибках при управлении изменениями. Начать хочу с ошибки, которую я назвал ситуативное управление изменениями. То, что постоянное улучшение в области организации бизнес-процессов, развития продуктов, коммуникации, информационной системы, корпоративной культуры является важнейшей функцией любой организации, не вызывает сомнений у абсолютного большинства руководителей. При этом во многих случаях происходит это ситуативно, вне каких-либо осознанных процедур, принципов, инструментов. Это существенно снижает темпы преобразования и не позволяет добиться быстрых существенных сдвигов в эффективности. Если посмотреть опыт наиболее успешных компаний, совершивших качественный скачок в развитии, например, таких российских компаний, как Технониколь, концерн Калашников, Росатом, Газпромнефть, НПФ Пакер, Оконный континент, другие компании. Если взглянуть на зарубежный опыт и вспомнить, например, Toyota, то можно увидеть, что в основе их работы по совершенствованию лежит четкая регулярная система. Она основывается на стратегическом управлении развитием, наличии четкого видения, как должна совершенствоваться компания в будущем, управление проектами, вовлечение сотрудников в преобразование, трансформации корпоративной культуры и тому подобное. Необходимо сделать функцию постоянного улучшения такой же регулярной, например, как закупки или производство или управление финансами. Вам необходимо создать конвейер улучшений. Если вам интересно, каков мой взгляд на систему непрерывных улучшений, напишите вопрос в комментариях, я обязательно поделюсь своими идеями. Еще одну ошибку я назвал так: избыточная ориентация на инструменты. В чем же она проявляется? Когда мы реализуем программу бережливого производства или процессного управления, или хотим изменить систему оплаты труда, происходит смещение от проблем, которые хочет решить организация, к инструментам. Тогда и появляются участки 5S ради 5S. Кругом порядок, но реальных изменений в эффективности нет. Или когда меняется новая система оплаты труда, а мотивированность сотрудников только ухудшается. Внедряем CRM, которым никто не пользуется, когда в организации попадает под влияние карго-культа. Я не буду в этом видео рассказывать о карго-культе, но, как всегда, если вам интересно, задайте вопрос в комментариях, я обязательно отвечу. Я много раз призывал и сейчас повторю: перестаньте внедрять бережливое производство, модели бизнес-процессов, CRM, ISO. Начните решать конкретные проблемы бизнеса, и тогда ваши инновации будут результативными. Инструменты не могут быть самоцелью, поэтому держите в фокусе цель и решение проблем. Тогда ваши инновации принесут реальный результат. Начните с целеполагания, определите конкретные, измеримые производственно-экономические показатели и отслеживайте их по мере внедрения инноваций. Проявляйте гибкость в применении тех или иных инструментов. Прежде чем продолжить, я хотел бы обратиться к вам с просьбой писать вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Ведь канал создан именно для того, чтобы поддерживать вас в решении актуальных задач развития. И поставьте лайк этому видео, если оно вам понравится. Следующая ошибка, о которой я хотел бы поговорить, это включение сотрудников в работу по системным инновациям лишь на этапе реализации, внедрения этой инновации. Если мы посмотрим, любая инновация проходит определенный цикл, включающий в себя зарождение инновационной идеи, выработка альтернативных вариантов, разработка, внедрение, корректировка и адаптация, которые фактически возвращают нас на этап зарождения новых идей. Так вот, во многих случаях сотрудников подключают лишь на этапе внедрения.
Мне кажется, что большинство руководителей считает, что сотрудники должны радоваться сюрпризам. Кстати, я против того, чтобы по поводу каждой новой идеи по улучшению работы собирать обширный кворум, добиваться согласия всех. Это очень трудозатратно и во многих случаях нецелесообразно, да и, пожалуй, невозможно. Руководителям необходимо понимать ту грань, которая проходит между необходимостью широкого обсуждения и когда это явно избыточно. Смысл в том, что подключение на всех этапах ключевых сотрудников позволит внедрять инновации быстрее, будет меньше сопротивления изменениям. И это критически важно, когда мы разворачиваем, например, бережливое производство. Или если вы хотите перейти к культуре постоянных инноваций. Вера в суперэкспертов. Это ошибка, с которой мне приходится часто сталкиваться. И о ней я уже много раз рассказывал в предыдущих видео. Думаю, в рамках сегодняшней темы будет полезно повториться. При реализации масштабных преобразований привлечение внешних консультантов или экспертов, которые вливаются в организацию из других компаний, дает очень хороший результат. Позволяет двигаться быстрее, совершать меньше ошибок. Ну и как в любом благом деле важна мера. Меняться должны руководители и сотрудники. Основная нагрузка в реализации проектов по улучшению должна лечь на их плечи. А ни один внешний или внутренний эксперт не способен создать систему непрерывного улучшения процессов. Я часто слышу от руководителя мысль, что сейчас придет суперэксперт и все нам настроит, наладит наши процессы, выявит и устранит все потери. Не отрицая привлекательность данной идеи, но, к сожалению, это в большинстве случаев не работает. Чем круче консультант или внутренний эксперт, тем больше он вовлекает в работу руководителей и сотрудников. Именно это позволяет получить в организации необходимый уровень масштабирования инновационной культуры, обеспечить непрерывность процессов преобразования. Еще одна распространенная ошибка – многозадачность. Это патологическое состояние, когда изменения стартуют в объемах, которые команда не может нормально обработать, что приводит к ее перегрузке, снижению качества проработки изменений. Многозадачность чаще всего указывает на отсутствие приоритетов, размытие системного взгляда на процессы совершенствования. Многозадачность идет рука об руку с другой ошибкой – внедрением инноваций при сильном дефиците времени. Я раз за разом встречаю руководителей, которые декларируют завершение задачи развертывания, например, бережливого производства, там за полгода. Время – ключевой ресурс системы совершенствования. Талант руководителя заключается в том, чтобы поддерживать необходимый, но при этом не разрушительный темп преобразований. Помните, что качественное развертывание инструментов, идей улучшения, трансформации организационной культуры требует терпения и достаточного времени. В этом видео очень часто повторял слово «культура». Это указывает на то, что без понимания, как ваша системная инновация будет интегрирована в текущую корпоративную культуру, создать систему управления изменениями в вашей организации вряд ли получится. Таким образом, трансформация культуры организации становится краеугольной задачей при развертывании бережливого производства, процессного управления, цифровизации и других подходов. Непонимание этого тоже ошибка. Впрочем, это уже отдельная большая тема. Описанные мной ошибки в управлении изменениями не отражают в полной мере все возможные варианты. Какие ошибки совершали вы? Или с какими вы встречались в своей практике? Напишите в комментариях, обязательно обсудим. Подписывайтесь на канал LitiPro, чтобы поддержать его развитие. Поставьте лайк этому видео, это стимулирует делать контент интересным. Нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. И как всегда напоминаю, напишите вопросы, я обязательно на них отвечу. А на сегодня это все. Всем лина, увидимся!